Привет, друзья! Я Саша Карельский. Добро пожаловать на международный канал Алга-Петербург. В этом видео мы отправимся в путешествие к месту силы, которое находится в Казахстане, в 320 километрах от Алматы. А заодно поговорим о волшебных свойствах голоса Димаша Кудайбергена с целительницей и ясновидящей соотечественницей артиста. Если все готовы, тогда в добрый путь. Мне невероятно повезло оказаться на месте силы, которое называется Древо Аулие-Агаш, в переводе с казахского «святое дерево». Возраст этого карагача-гиганта насчитывает более 700 лет. Дерево имеет 6,5 метров в обхвате. Сейчас, чтобы обхватить ствол, нужно как минимум 6 человек. Вокруг великана карагача растет целая роща более молодых деревьев. Аулие-Агаш окружен 7 карагачами, переплетенными между собой. Причем каждый из них, говорят, обладает своим целебным свойством. По одной из версий, дерево посадил сам пророк Мухаммед. Другая гласит, что выросло оно из посоха святого Чамашруба, который остановился в этом месте на ночлег по пути в Мекку. Палка дала корни, через время тут раскинулось громадное дерево. По поверьям, дерево придает сил и исцеляет. Любой человек, вне зависимости от национальности и вероисповедания, приходя сюда, ощущает невероятную силу. Кто-то приходит сюда за исцелением, а кто-то просто, чтобы загадать желание. Чудеса в этой небольшой роще происходят практически каждый день. Нашим проводником в это место оказалась целительница из Казахстана по имени Сания Апа. Меня зовут Сания. Я родилась в Восточно-Казахстанской области, но по воле Всевышнего Аллаха уже несколько лет живу в Алмате. Я целительница, проводник между двумя мирами, параллельным миром и живущим здесь на земле людьми. Это связь потомков с предками. И настолько я люблю свою землю, свой народ, и поклонение святым, и поклонение своим предкам настолько несет такую силу, поддержку и направление по жизни. Я всегда благодарна, что когда-то по воле Всевышнего я оказалась на этом пути. И благодарю всех людей, которые осознанно идут и поклоняются своим предкам, поклоняются святым, которые захоронены на этой земле, на земле Казахстана. Мы сегодня посетили очень такое сильное место. Это Аулие-Агаш. Если на русский перевести, это святое древо, родовое древо. И сила этого места настолько мощная, что, посетив это место, мы получаем такой божественный поток. Это сильнейший портал, настолько очищающее место. И здесь происходят на тонком уровне такие интересные моменты, когда ты не понимаешь, зачем ты едешь,
не осознаешь, что за этим будет следовать, а ты просто соприкасаешься с силой рода. Пересказать в 2 словах эту силу этого места невозможно, а посетив, можно получить такое мощное направление по жизни, поддержку от рода и вообще благословение Создателя Творца. И именно божественный свет там по-особенному падает на это место. Димаш – это особенная тема, это легенда казахской земли, казахского народа. Когда я слушаю его голос, его песню, все тело наполняется дрожью, очищение мощное происходит, потому что, ощущая его и слушая его песню, ты чувствуешь, как наполняешься энергией света. И то, что Аллах ему дал такой талант, такой голос, это понятно, наверное, всему народу, даже не понимающему и не слышащему энергию тонких миров и тонко ощущающий этот мир. Настолько он красив, он элегантен. Это история. И в эпоху нашего времени такой молодой, культурный, воспитанный, настолько искренне чистый, и как солнце появился на экране всего мира, нас это радует, и мы счастливы, что такие потомки у нас на земле есть, и они показывают, что мы есть на земле казахстанцы, нашу землю, наши традиции и наше направление вообще по жизни. Да, я верю, потому что такие высокие ноты, они соприкасаются с самой высокой энергией Вселенной, и потом опять опускается вниз, и тогда происходит такой, скажем, в организме, в теле такой бум, происходит обновление, очищение, я в это верю на 120%, могу сказать. Исцеляет, лечит душу, очищает, настолько я могу бесконечно о нем говорить. И когда я его слушаю, я ощущаю, какие у него родители счастливые, что через них пришел такой мальчик, который осветил весь мир своим голосом. В мире очень много борьбы, очень много черноты, но он как весною из-под земли проникся, Димаш, и наполнил нас всех таким большим счастьем. Это награда для нашей земли. Я знаю, очень много приезжает с Петербурга, с Москвы к нам, совершает паломничество, очищается, освобождается. И в первую очередь это поклонение своим предкам. И я хочу передать россиянам большой привет от себя лично, потому что у меня нет ограничений. Я не только общаюсь по Казахстану, по всей России и вообще во всем мире. Мы должны знать, кто мы есть, кто за нами стоит, историю своей земли, историю предков. Ну и духовное направление – это не религиозный фанатизм, это свое собственное высшее божественное «Я». Когда мы соприкасаемся с такой силой, мы начинаем идти той чистой, светлой, прямой дорогой жизни, не совершая ошибки. И даже если есть ошибки, наши предки дадут нам такое мощное направление по воле Всевышнего и не дадут оступиться. Благодарю Александра. И очень сегодня благоприятный день был. Неожиданно я встретилась, и я благодарна Всевышнему за посланного мне такого мальчика, который интересуется и
много рассказывает о нашей земле. И вас приглашаем в наш Казахстан. Поездка в это святое место получилась очень спонтанной и не входила в мои планы. Во время путешествия было ощущение, что высшие силы сами направляют меня к этому месту. Уже после посещения могу сказать только одно. Вся поездка в Казахстан мне оказалась нужна ради встречи с этим великим древом. Алга.